Всем привет! Этот нежнейший медовый торт мы приготовим без духовки, без микроволновки и даже без сковороды. Да, друзья, такое возможно. Начнем с приготовления теста. В миску разобьем 4 яйца. Добавим щепотку соли и 100 граммов сахара. Все это взобьем в однородную пышную массу. Друзья, если у вас маломощный миксер или вы переживаете, что яйца не взобьются, тогда отделите белки от желтков и взбивайте их по отдельности. Вот тем временем в кастрюлю поместим 50 граммов меда и 50 граммов сливочного масла. Поставим на огонь и доведем до горячего состояния. Кипятить не нужно. После того, как мед с маслом растворились, добавим 1 чайную ложку без горки пищевой соды. Это примерно 6 граммов. Масса начнет интенсивно пениться. И при постоянном помешивании доведем ее до янтарного цвета. Это займет секунд 30. Снимем с огня. Яйца с сахаром взбились вот до такого состояния. Но сейчас введем 170 граммов просеянной муки. Ввожу я в 2 подхода, каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх. Это очень важный этап. Делать это нужно аккуратно, чтобы тесто не осело. Когда мука равномерно распределилась по всему тесту, введем еще горячую медово-масляную смесь. Тесто приобрело очень красивый карамельный оттенок. Выливаем его в форму. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Она цельная, но я простелила пергаментной бумагой. Сверху плотно накроем 1 или 2 слоями фольги. Подогнем края. И теперь самое важное. Поместим форму с тестом в кастрюлю на 1/3, заполненную кипящей водой. Готовить медовый бисквит мы будем на слабом огне примерно 40 минут. Важно поддерживать легкое кипение воды, не допуская сильного. Через 40 минут выньте форму из кастрюли. Аккуратно снимите фольгу. Готовность бисквита проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Аккуратно проведите ножом по краям формы. И переверните бисквит на решетку. Снимите бумагу и дайте ему полностью остыть. Остывший бисквит с легкостью разрежется на 3-4 коржа.
Коржи получаются очень нежные, воздушные и пластичные. Ну и также срежьте шапочку неровности для крошки, которая понадобится для посыпки торта. Приготовим крем. Понадобится 250 граммов жирных сливок, 2-3 столовые ложки сахарной пудры, 10 граммов ванильного сахара и 250 граммов сыра маскарпоне. Друзья, сливки и маскарпоне вы можете заменить на 500 граммов отвешенной сметаны. Также можете использовать сметану более низкой жирности, тогда взбивать ее не нужно, а просто перемешайте с сахарной пудрой ложкой. Крем готов. Собирать торт можно как в кольце, так и без. На каждый корж нанесем слой крема. Также покроем кремом верх и бока торта. И посыпем торт крошкой. Торт можно есть как сразу, так и дать постоять при комнатной температуре от 2 до 12 часов. Торт очень нежный и очень вкусный, вот таким необычным, простым способом, без духовки. Друзья, приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну я прощаюсь с вами. Всем пока!